Я приветствую вас, представители знака зодиака Весы. Таро-прогноз, любовь и деньги. Месяца март-апрель. Ретроградная Венера со 2 марта по 13 апреля. Концепция благополучия и счастья. Любовь, личная жизнь или деньги, или один из способов взаимодействия с миром, если мы говорим концепция денег, или в целом новая концепция финансов для вас, или концепция ваших достижений и работы. В конечном итоге мы можем это все свести к той реальности, в которой мы присутствуем на момент здесь и сейчас. И как любая реальность, она нас призывает быть откровенными, честными, самими собою. И, наверное, период марта и апреля мы не должны замечтаться. Мы должны понимать, от чего мы можем оттолкнуться или на что мы можем опереться, на чем, какими ресурсами мы располагаем и каким образом это преувеличить. Давайте посмотрим, попробуем рассмотреть на картах Таро эти два направления, потому что, конечно, Венера – это ваша планета-управитель, но это все то, что олицетворяет наше счастье. Это то, что означает место нашего пребывания, проживания, теплый, уютный дом или то место, куда мы приходим отдыхать, приводить мысли в порядок и восстанавливать силы. Это наша защищенность, безусловно, через деньги где-то. И это наши близкие. Может быть, это искренняя дружба, добрые доверительные отношения. Это едва ли не самое главное в наше сложное турбулентное время, раз уж нам с вами довелось проживать в эпоху перемен. И мы достанем первые три карты. Это будет любовь и март месяц. Любовь, личная жизнь, личная история. И к чему все идет, это у нас будет апрель. Опять же, любовь. И деньги. Деньги в марте, финансы, возможности какие. И финансы в апреле. Может быть, это ваши достижения, вопросы по работе. Здесь, понятно, у каждого по-своему. Давайте будем узнавать, что же для вас личная жизнь, любовь. Для кого-то это планирование переезда или поездки. Для кого-то это работа на дому, кстати. Или перемещение, связанное с работой тоже по шестерке мечей. Это карта заслуженного успеха. Не совсем здесь про любовь, а вот о перемещениях карта часто говорит. Или это ваши собственные планы, может быть, как на личный бизнес, на развитие личного творчества. Среди вас много творческих людей. Это как ваш проект, который вы хотите и как и развивать, так и стать популярными. И здесь нет ничего невозможного. Но карта предполагает, что мы отталкиваемся от прежнего берега. Очень символично за период Венеры, да, потому что мы как перезагрузку какую-то должны произвести в нашей жизни, оттолкнуться от тех ресурсов, как я сказала, чем мы располагаем, и это преувеличить. Но как исследовать непознанную землю без карты мы можем в марте. Мы точно понимаем, чего мы бы хотели достичь, но это не совсем бездействие. Все же наша девушка в одиночку, обратите внимание, отправляется в далекий путь. Карта призывает нас к мудрости, потому что мы вороны в этой карте, а ворон – это вообще один из символов мудрости. И мудрые решения. Может быть, для кого-то из вас, меня смотрят люди из разных стран, действительно обстановка сама по себе внешняя, она не совсем стабильная и вас вынуждает этот самый переезд совершить. Вы даже не планировали, но вот так по-мудрому, если оценить, что происходит вокруг. Вы можете принять во внимание, что вокруг, в принципе, нет какой-то стабильности, поэтому вы можете рассматривать разные варианты. Работу в любой стране или просто в другой, может быть, местности. Кто-то может менять направление даже ваших как род занятий. Кто-то по этой карте может изучать, кстати, новые технологии, работы в интернет, потому что мечи, пространство, вселенная, но определенный такой неспешный драйв или как перезагрузка в новом совершенно направлении. Вот это присутствует. Или для кого-то из вас это будет говорить о том, что вы планируете встретиться с конкретным человеком, все-таки мы смотрим любовь, и куда-то отправиться в марте. Давайте посмотрим вторую карту. Ну что, много возможностей. Карта мага. Что бы вы тут себе не запланировали, при таком хладнокровном отношении
к тому, что происходит вокруг вас, правильной оценки собственных ресурсов, как я говорила, до карт, не замечтаться ни разу. Маг– это великий практик. Это не тот волшебник, с одной стороны, да, волшебник, но ведь он это волшебство создает в реальной жизни, поэтому ваши планы, ваши творческие проекты, они как раз в прогрессе находятся, но от вас это потребует совершенно новых действий, новых энергий, по-другому оценить реальность и надеяться на самого себя. Маг надеется только на самого себя. Помните, что магами не рождаются, ими становятся, а становятся именно потому, что прошли какой-то очень сложный путь. И теперь уже точно вот те ошибки, которые были допущены прежде, но ни разу не хочется повторять. Идем по ситуации, мои дорогие весы, в марте. Возможности есть, но осторожные, аккуратные действия. Но уже какая-то перезагрузка у вас как будто в действии, даже на личную жизнь. Еще один старший аркан Иерофант. И, конечно, мы все разные. И по аркану Иерофант это проходит, когда мы обращаемся в инстанции и оформляем наши отношения. И тут у каждого по-своему. У кого-то завершилась прежняя история, и оформляем мы развод. У кого-то мы, наоборот, хотим оформить бракосочетание. Или мы можем это планировать, а на данный период времени нам нужно куда-то поехать, и вы можете обращаться к чиновникам, чтобы любые другие документы оформить. Для вас это может означать Иерофант, поскольку это философ, который знает ответы на все вопросы. Это еще и про образ учителя. И мы можем учиться. Кто-то буквально садится за парту, пусть даже онлайн, и изучает новое направление, потому что вы планируете переезд, и для вас должна быть работа. Вы именно сами на себя рассчитываете, как работа из любой точки мира, или даже работа на дому. Кто-то ищет эту работу и рассматривает разные варианты, насколько вам подходит один, второй, третий. Изучаете. Через изучение, как себя узнаете заново. Но есть и такой момент, что все же как судьба. Я такое допускаю, два старших аркана. С одной стороны, говорят, что для вас в марте месяце есть какой-то как пункт или точка очень важная, которую вы должны для себя не упустить. И может быть для кого-то, к примеру, первая карта шестерка мечей. И если вам планируют какую-то поездку, или вы видите, что, может быть, внешняя обстановка такова, что совершенно необходимо куда-то съездить. Конечно, интересы наши разные, у кого-то может стоять тоже как бы личная жизнь, но вы хотите приобрести жилье. И тогда, возможно, вам переместиться в ту местность, где вы собираетесь приобретать это жилье, или снимать это жилье, арендовать, увидеть что-то своими глазами будет очень важно. Не додумывать, оттолкнуться от практики и еще это изучить. Изучить, как работают законы или как в отношении вас, может быть, если для тех, кто планирует переезд в определенной местности, работает как и положение, какие-то приказы или как менталитет, культура. Может быть и так. Это все проходит по аркану Иерофант. И совместить, может быть, даже то, на что вы не настраивались. Вы предполагали нечто иное, а здесь может вас заставить обстоятельства или назовите это судьба, рассмотреть новую совершенно реальность, когда необходимо от прежнего берега практически отправиться даже в неизвестность. Вот и такое я могу предположить. И два старших аркана– это возможности, безусловно. Да, вы можете тоже, помимо того, что это ваша энергетика, карта мага, но вы тоже с такими манипуляторами можете столкнуться. Или вам какие-то сложные договоренности придется, ну, как согласовывать, подписывать документы. Поэтому будьте готовы к любым неожиданностям. Есть вот какой-то верховный, как высший путь. Назовите это миссия, которая вам по судьбе и вам именно нужно пройти, ну, шаг за шагом. Приготовьтесь к чему-то. Я не могу сказать, что это в разрезе только марта. Скорее всего, два старших аркана нам будут говорить, что история продолжится. Вот давайте к чему все идет на апрель. Однозначно карта выбора, и этот выбор не должен затянуться. Не раздумывайте долго.
И у кого-то это по личной жизни, может быть, и завершение личных отношений, а для кого-то это решится на переезд, правда. Или, может быть, решиться и выйти из одиночества. Выбор делаете только вы. Но пока вы сами этот выбор не сделали, за вас его никто сделать не может. И нет четкости. Потому что мы находимся словно в подвешенном состоянии или сами чего-то ожидаем. По семерке чаш прокрастинация как раз и идет. Мы словно вот как этот человек нам показан, он уже, наверное, тут и считалочки считал, или разными способами пытался определить, глаза разбежались, 7 чаш и какую выбрать. Но, тем не менее, 7 мы не можем взять, а только одну. Поэтому не упустите время. А вот об этом нам говорит карта. И будь реалистом. Иллюзии тоже проходят по семерке чаш. И значит, они где-то будут проигрываться в апреле месяце. Вот смотрите, не должно быть как лишних мыслей или пустых надежд, или некоторого стопора, паузы, пустого ожидания, мои дорогие, потому что по двойке мечей мы сами себя загоняем в угол, не куда-нибудь, а именно в угол, потому что мы либо ждем слишком долго, может быть, мы сами согласились прежде на какие-то двойственные отношения и все никак не можем разобраться. Или нам может казаться, что человек, ну вот завтра или вот-вот где-то скоро наступит тот момент, когда нас заметят, в нашу сторону откликнутся. Или сам по себе какой-то вопрос разрешится. Мои дорогие, обе карты говорят, не надевай розовые очки. Помни, они бьются стеклами внутрь. Но и сам себя в какую-то ненужную глубокую философию в апреле не заводи. И у вас первая карта мага. Пусть даже вы сталкиваетесь с такими людьми в марте, которые вам что-то обещают, но какое-то прозрение скорее предполагается уже в апреле. Давайте я открою еще одну карту. Может быть, это выбор по части переезда, и переезд происходит не совсем так, как вы планировали. Есть то, что вас не устраивает, это точно, и где-то может притормаживать. По аркану колесницы внешние события вас словно подталкивают к каким-то действиям, но мы можем упираться. Нет, я так вот не хочу, хочу как-то по-другому. Или я предполагала, что это будет как-то в жизни иначе. Но по аркану колесница это, знаете, те перемены, которые буквально врываются в нашу жизнь. И карта говорит, как совет, провожай прошлое, встречай все новое, что приходит на твой порог. Здесь, может быть, для кого-то я такое могу предположить, что это вы какой-то период апреля, ну, как есть какой-то выход или есть решение определенного вопроса для вас. И я не говорю, что это обязательно в сторону вашего желания. Будем реалистами, мои дорогие весы. Вы уже как будто знаете ответ, но или не хочется его видеть, как завязанные глаза, не хочется видеть эту реальность, а тем не менее. И ожидание это должно быть закончено, потому что все равно жизнь идет своим чередом, и буквально обстоятельства или жизнь меняет нас самих, врываясь через новости, через перемены, которые, может быть, на более глобальном уровне. И нам приходится принять, что да, мы могли, ну, где-то и грезить, мы могли и на что-то надеяться. А вот здесь нужно надеяться на самих себя. Когда выпадает аркан колесница, это, безусловно, наши возможности. Но очень часто мы должны словно налегке куда-то отправиться или себя совершенно на новый лад перестроить. Мы внутренне к этому не готовы. И вот где-то это может символизировать две карты, как и семерка чаш с одной стороны, это иллюзии, а двойка мечей – это вот эта философия или где-то неуверенность, когда мы сами себя загоняем в угол. Что же деньги? Давайте посмотрим в марте месяце. Я могу предположить, что деньги-то как раз у вас и есть, потому что это на вас могут влиять, мои дорогие весы. Семерка жезлов, ну, кто-то может просить взаймы, кто-то может по работе, например, да, вам добавлять каких-то или пытаться добавить каких-то обязанностей, или чтобы вы на что-то согласились, на какую-то работу. Вот в этой колоде мне нравится, как прорисована семерка жезлов. Хоть иногда называют это картой соревнования. Да нет тут соревнования. Тут есть люди, которые хотят склонить к тому, что для них наиболее удобно. А карта нам говорит, ты собственный дзен, собственное равновесие держи. И перед тем, как на что-то согласиться, 10 раз подумай как минимум. Не обращая внимания, обратите внимание,
абсолютно невозмутимая девушка. Она как будто даже не смотрит в сторону вот этих жезлов, а ее буквально пытаются достать. Но, видимо, внутренний баланс, внутреннее равновесие по части денег. И у вас-то сейчас все хорошо. Или, по крайней мере, есть тот ресурс, на который вы можете опереться. Пусть это у кого-то ресурс будет в денежном эквиваленте, а у кого-то это ваши возможности, это ваши навыки, умения. Может быть и творчество, или ваша профессия. Здесь по-разному. Но это уже немало в наше сложное время. Поэтому, мои дорогие весы, вот оттолкнитесь от того, чем вы располагаете. Не нужно собирать общественное мнение. Что я имею в виду? Если вы, к примеру, сейчас стоите в марте на выборе, чем вам заниматься, или вы ищете работу. Вот эти 7 жезлов для вас могут означать советчики. Один советует одно, другой советует другое, а вы прислушайтесь к собственной душе. Чем хотите вы заниматься? Вам должна работа нравиться. Вы должны не просто как на каторгу идти на работу, а как-то вас все-таки должно это вдохновлять, потому что на работе мы проводим большое количество времени. И, может быть, не все тут измеришь где-то финансами. Душевный баланс, он тоже для вас очень важен. Поэтому есть то решение, которое вы должны принять только сами. И оно касается у кого-то денег, у кого-то откуда приходят эти деньги, может быть, у кого-то связано с изучением новых направлений, новых систем взаиморасчета, то, что для вас интересно, или чем вы будете вообще заниматься. Вот есть то, что касается лично вас, и в данном случае вот эта путаница с разными советами или пожеланиями, она вас только может дезорганизовать каким-то образом. Давайте посмотрим. Или вы можете согласиться участвовать в чьей-то жизни и конкретно иногда по семерке жезлов вас могут уговорить, к примеру, кто-то хочет взять кредит, а вы возьмете на себя обязательства, поручительство, да, за данного человека. И кто знает, как у человека потом сложится. А человек исчезнет или, ну, я не говорю, что это хитрый план, но тем не менее, жизнь наша совершенно нестабильная сейчас. И тут на самих себя главное надеяться, а вторичных каких-то обязательств уже точно не время брать. У вас на кону вообще ваше благополучие, карта императрица. И для тех, мои дорогие, кто занимается творчеством, неважно, что вы пишете, картины или музыку, или вы что-то креативите, создаете, делаете своими руками, да, может быть, что-то такое, или вы работаете, опять же, сами на себя, и это тоже где-то творчество, потому что это ваше любимое занятие, у вас будет прогресс. Но рассчитывайте сами на себя. И вот здесь свои собственные ресурсы не растерять, конкретно говорит карта. И вложение в самого себя, вверху карта мага. Вам придется манипулировать, вами будут пытаться манипулировать. Не совсем здесь все будет просто. У вас перемешается, как будто, может быть, как и концепция любви, личной жизни, и дела с вашими родственниками, может быть, далекими родственниками, со взрослыми детьми у кого-то, и то, что хотите лично вы достичь, или куда вы отправиться, или конечный продукт, то, к чему вы стремитесь. Но помните, вы сейчас ресурсный, и ни в коем случае нельзя себя поставить на второе место. И если мы конкретно про деньги, для кого-то из вас это забота о самом себе. И неважно, кто меня точнее смотрит, мужчины или девочки, девушки, женщины. Сама по себе энергетика, она такая больше дипломатическая по аркану императрицы, потому что со всеми приходится договариваться. Даже с теми, кто пытается буквально нас достать, а нам нужно сказать им «нет», но сделать это красиво, элегантно, чтобы не посеять вражду, зависть, или, может быть, сказать «нет», или сказать даже «да» вот таким великим манипулятором, и при этом самому быть манипулятором, потому что может судьба оставить в такие условия, что нет выбора. Вот один единственный он есть, он меня полностью не устраивает, но я, тем не менее, вижу реальность, и у меня это действительно один единственная или одна единственная возможность. Не о чем тут раздумывать. Значит, и придется и договариваться, и себя сохранять, и в то же время какие-то свои приоритеты развивать. Мои дорогие мужчины, это может быть важная женщина в вашей жизни, это может быть даже банально.
К примеру, у кого-то адвокат, если вы хотите решить некоторые вопросы, которые связаны с судом, у кого-то и такое может быть. Если ваша история, которая как-то перемежается с деньгами, с финансами или с разбирательствами, вам нужно и себя не забыть, и найти Соломоново решение, потому что его придется принимать явно, мои дорогие весы, в той или иной области. У кого-то по части личной жизни, у кого-то это и переезд, и финансы, и ваша работа. Потому что нет однозначного чего-то, не случайно императрица и маг. Мои дорогие девочки, безусловно, тут может быть концепция, для кого это целесообразно по возрасту и по вашим целям, намерениям, планам. Я жду ребенка, беременность, да, и тогда вы вынуждены уделять себе больше внимания, может быть, проходить какие-то обследования, не потому что заболели, а потому что необходимость или обустраивать свой быт, делать жилье более комфортным. Ну и тогда тоже концепция финансов, как траты, может и такое быть. Давайте мы откроем следующую карту, но посмотрите, как будто все наоборот. Там, где любовь, там у вас происходит самореализация, скажем, а там, где деньги, там любовь. Поэтому и ретроградная Венера, нет четких граней. Самые разные метаморфозы, которые касаются и вашего благополучия, личной жизни, и любви, и конкретно денежной темы. Но тут все со знаком плюс. А вот развитие как раз в марте. Что же у вас в апреле? Ну, правда, по десятке чаш. Карта радости, карта счастья. Но не замечтаться, безусловно. Но, тем не менее, по десятке чаш это еще и возможности по финансам. Это могут быть как финансы вашего партнера, партнера по браку, или, может быть, у кого-то проигрываются вопросы наследства. Кстати, такое тоже я могу допустить. Но всячески благополучная карта. Поэтому, если мы смотрим просто на деньги, деньги есть, деньги будут. Но не совсем карты говорят о том, что мы как-то быстро тратим, потому что вверху есть еще какие-то вопросы нерешенные, пусть они касаются личной жизни, но на март нам сказали здесь, с учетом старших арканов, все как-то перемешивается в вашей жизни. Вам из этой путаницы еще предстоит выйти. И, может быть, вы окажетесь на выборе, а кто-то будет конкретно выбирать жилье или место пребывания, проживания в силу разных причин. И это тоже потребует внимания через финансы. Король жезлов. Знаете, важно ни на кого не надеяться, только на самого себя или саму себя, потому что по королю жезлов это красивые разговоры, это харизматичный лидер или это идейный лидер. Но король жезлов не действует. Больше это советы, команды, где-то так, руководство, но отнюдь не принятие ответственности за кого-то. Она, с другой стороны, может очень даже тянуть к такому королю жезлов. И неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины, это может быть лицо противоположного пола, которое вас очень заинтересует. И хочется как внимать тому, что он говорит. Хочется за ним следовать. Мы можем быть восторженными, мы можем, знаете, вот где-то и голову потерять, потому что есть элемент влечения всегда, физического влечения, ну пусть на деньги. Но мы ведь опять же, мы уже видим, что тут у вас весы, как-то все интересно складывается. И вот мы уже где-то теряем голову и сами себя заводим в этот тупик. Да вы поэтому будьте реалистами от начала до конца. Вот из этого тупика или из этого лабиринта вам нужно выйти. У вас есть возможности, чтобы подытожить. И поэтому любую путаницу вы из своей жизни можете устранить. Да, даже если необходимо решать вопросы по части вашего места пребывания, потому как внешние какие-то события вас это вынуждают, я могу сказать, у вас будет достаточно сил и средств, чтобы с этим вопросом разобраться, мои дорогие. Самое главное не замечтаться, оставаться реалистами и не отложить чего-то на потом, и надеяться на самого себя. Добрые энергии, но ни одна карта не говорит о том, что мы расслабились и ждем с моря погоды. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.